Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Скажу сразу, что для вас у меня есть поистине фантастическая новость, и связана она с запуском Trade Race Manager 2. Уверена, что многие из вас, кто уже давно подписан на мой канал, наслышан об этой игре, так как ей за прошлый год было посвящено не одно мое видео. Но как вы видите, разработчики не стоят на месте и готовы нам презентовать совершенно новый и увлекательный 3D-мир Trade Race Manager, с которым, собственно говоря, более подробно я вас сейчас и познакомлю. И да, самым главным отличием Trade Race Manager 2 от предыдущей своей версии заключается в том, что та игра была онлайн-версией в браузере, а это полноценная игра, требующая загрузки и установки на ваш ПК. Для этого вам необходимо посетить главный сайт Trade Race Manager 2/home и пройти наипростейшую регистрацию, где от нас потребуется ввести все необходимые данные. Вводим и жмем синюю кнопку Create Account. Далее нам на почту был выслан код, который мы должны будем ввести в данное поле. Вводим и жмем Confirm. Как видите, наш аккаунт был успешно зарегистрирован, и теперь нам нужно выбрать файл загрузки игры под нашу операционную систему. Выбираем и двигаемся дальше. Как только наша игра была скачана и распакована, можно смело запускать ее. Для этого вводим все свои данные, а именно указанный при регистрации email и пароль, после чего мы попадем в гараж, где меня уже ждет выбранный гонщик и автомобиль. Но так как я уже не первый раз захожу в игру, у меня уже есть на балансе кое-какие сбережения, за которые я могу себе приобрести желанные для меня автомобили. Для этого перейдем в раздел Market, который, как вы видите, представляет из себя прилегающую к нашему гаражу территорию, где представлены автомобили самых разных моделей и классов, где мы, кликая на тот или иной автомобиль, можем изучить его водные характеристики, а также понять, насколько потенциальна данная машина. Как видите, выбор огромен, что лично меня очень радует. Особенно еще и сам дизайн, от которого я, если честно, в полном восторге. Да и вы, я уверена, тоже, так как теперь все это похоже на полноценную 3D-игру, только с торговыми функциями внутри, о которых я безусловно расскажу вам чуть позже. А пока обращу ваше внимание на самый крутой автомобиль данной серии, который является по характеристикам самым мощным среди всех своих собратьев. Но как видите, он еще заблокирован, что очень жаль. Но согласитесь, характеристики у него, конечно, отменные. Кстати, в рамках маркета мы также можем выбрать себе еще и нового гонщика, каждый из которых отличается от других своим рядом характеристик, описанных более подробно в табличке слева. Нажимаю «Купить» и двигаюсь дальше. И да, чуть не забыла вам сказать, что среди машин вас ждут еще и редкие коллекционные экземпляры, ознакомиться с которыми вы также можете, нажимая на ту или иную модель. Нажимаю «Купить» и возвращаюсь в свой гараж. Как видите, теперь в моем распоряжении есть аж 4 автомобиля и 2 гонщика, которыми я могу даже погонять по весьма интересным трассам. Небольшая ностальгия по Need for Speed, но возвращаясь в гараж, я все же перейду к настоящим играм, где вашему вниманию предстанут как раз те самые гонки от Trade Race Manager, которые, как вы видите, доступны теперь по всему миру. Вот согласитесь, классно же выглядит. То есть теперь вы вправе самостоятельно выбирать ту или иную гонку, независимо от того, будет ли она проходить где-то в Европе, Африке или же в Северной Америке. Я же выбираю максимально близкую по времени, до которой осталось всего 7 минут. Сделаю небольшую паузу и обращу ваше внимание еще и на имеющуюся панель справа, где нашему вниманию представлен список гонок, первая из которых начнется уже через 5 секунд, вторая через 2 с лишним минуты и третья, которую выбрала я, стартует аж через 7 минут. То есть вы не обязаны ждать начала какой-то конкретной гонки, до которой, например, без малого еще 40 минут. Поэтому справа всегда есть список наиближайших. Что ж, с этим, я думаю, понятно. Поэтому предлагаю двигаться дальше и нажать уже Join Race. После чего мы автоматически попадаем в Race Track Portfolio, где нам нужно будет выбрать себе топливо для гонок, которое, я напомню, представляет из себя соотношение в виде криптовалют, выбирая которые, вы как бы прогнозируете, куда пойдет цена на них в ближайшее время, вверх или же вниз. Для удобства вам справа же доступна в режиме реального времени статистика роста и падения цены каждой криптовалюты, а выше доступно еще и портфолио победителей, опираясь на которые вы также можете сделать свой выбор. Я же выберу 3 наиболее понравившихся мне криптоактива с хаотичным распределением пропорции.
Кстати, если вы выбираете бычий или же медвежий рынок, то, как видите, изменяются не только сами активы для топлива, но и их пропорции, которыми вы легко можете воспользоваться для первого раза, как новичок. Я же выберу следующий раздел «Комбинация», где объединятся как бычий, так и медвежий рынок, в рамках единой стратегии, где большую часть моего топлива пришлось на лонг лайткоина и всего лишь по 5% шорт TRX и Matic. Что ж, с этим, я думаю, вам более-менее понятно, поэтому жмем Go Race. После чего нас система отправляет на гоночный трек, где представляет нашему вниманию автомобили других участников заезда, которые будут добавляться по мере приближения самого заезда. Я же немного ускорю время, чтобы вы не слишком долго скучали у своих экранов. Единственное, что я еще отмечу, так это вновь визуальную составляющую данной игры, которая, как многие уже заметили, ушла далеко вперед от своей предыдущей версии. Кстати, в игре есть еще и очень крутое музыкальное сопровождение, оценить которое вы сможете уже самостоятельно, так как я не стала делать запись экрана со звуком, чтобы фоновая музыка игры не слишком перекликалась с моей озвучкой. Как видите, моя гонка не увенчалась победой, поэтому попробую выбрать другую комбинацию гонщика и автомобиля на следующую гонку. И для этого прикуплю себе Lady Rich. Возвращаюсь в гараж и жму игры. Выбираю наиближайшую гонку и меняю себе на заезд автомобиль. Выбираю стратегию быка и жму «Далее». Как видите, для гонки нам открылась новая, не менее красивая локация ночного города, где, как по мне, и автомобили собрались соответствующей красоты. Что ж, гонка началась. И несмотря на выбранную мной стратегию, мне не удается подняться выше 10-й позиции в рейтинге. Нам показывает повтор, пересечение финишной прямой, и, увы, вновь моя гонка прошла не так, как бы мне хотелось. Но не стоит слишком сильно расстраиваться из-за меня, так как у вас все может случиться с точностью да наоборот. Ведь я по большей степени не делала никакого стратегического анализа криптоактивов, которые выбирала себе в качестве топлива. Вы же в этом плане можете быть куда более компетентней, чем я, а значит и шансов на победу у вас будет куда больше. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылке, регистрируйтесь и скачивайте себе игру Trade Race Manager 2 себе на ПК уже прямо сейчас. И да, купить токены IOI вы можете любым удобным для себя способом, так как торгуется он на многих биржах, причем как централизованных, так и децентрализованных. Ну а если у вас вдруг по этому поводу возникнут вопросы, то для вашего удобства команда подготовила вспомогательную инструкцию, ознакомиться с которой вы, как всегда, сможете уже и самостоятельно после просмотра данного выпуска, который, собственно говоря, медленно, но уверенно подошел к концу. Надеюсь, вы остались в полном восторге от нового Trade Race Manager 2. Если да, то пишите свои самые восторженные отзывы в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Отличного всем дня и большого профита. Пока-пока!